Димаш, почему ты заставляешь меня плакать? Эта песня просто обладает такой эмоциональной силой. Его голос просто звучит так хорошо, и это как бы идеальное сочетание всех его различных тонов. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Андреа Сильвестра. Я буквально только что сделала это, но знаешь, я видела это, и мне нужно было это посмотреть. Я не виновата, что Димаш сейчас поставляет контент. Это Димаш и Кудайберген Амир в прямом эфире. Так вот, это брат Димаша, и я так рада это видеть. Ребята, я так взволнована, что мне не терпится посмотреть на это. Еще и потому, что эта песня такая хорошая. Өмір күндер менен күндер жалғасқан өмір мұң менен шаттық алмасқан саған болып қалған өмір сүйіктетіп сүюді үйреткен көңіл Зиткейден еліктен сырлары көп жалған. Прежде чем мы продолжим, я совсем забыла об этой песне, потому что слышала ее очень давно. Мне очень понравился голос в этой песне. Кажется, что он буквально рядом со мной и поет прямо для меня. Это такое красивое, мягкое вступление. Это просто потрясающе. Это действительно поражает меня эмоционально. Мне тоже очень нравится наряд Димаша. У меня такое чувство, что он стареет задом наперед, и мне нравится вся атмосфера, в которой он сейчас. И еще я рада возможности увидеть его брата, потому что, по-моему, я никогда не видела его семью на видео. Но давай продолжим. Его голос так хорош в этой песне. Бош арман, ақ бұлттай арманға махаббат өлі талмайтын, жараланбайтын болса жалғанда кейде жас көктем боп, тым өктем боп дауылдатсаң дағы Ризамын мен саған, ғашықпын мен саған, аялаймын, бағалаймын, тағдыр жылатпа, арманның жолында мені қолдап өмір қалатпа. Қателесіп Хорошо, нам нужно подумать об этом. Өкіндіріп кешірім сұратпа. Хорошо, прежде чем мы продолжим, я запомнила эту песню, потому что помню, когда я ее услышала. Она действительно запомнилась мне. Очевидно, что я исполняю ее не идеально, но вам, ребята, нравится вся эта часть целиком. От этой части у меня мурашки побежали по коже, когда я услышала ее в первый раз, и это очень узнаваемая мелодия. Что мне действительно нравится в этой кавер-версии, так это то, насколько мягкий вокал в этой песне и насколько она воздушная и легкая. И мне просто очень понравилось это в ней. И мне нравится, насколько она урезанная, и вместо того, чтобы быть похожей на оперный тембр, к которому мы так привыкли, просто у него такой мягкий вокал, и мне это нравится. Это просто так красиво, и тексты песен тоже потрясающие. Да, это действительно одна из моих любимых песен Димаша. Она звучит так потрясающе. Я тоже люблю минималистичную гитару, потому что аккорды тоже интересные. Как ты видишь, он использует барные аккорды и тому подобное. А между аккордами есть маленькие дополнительные гитарные рифы, которые тоже довольно интересно слушать. Я не знаю, просто мне очень нравится эта песня. Давай вернемся немного назад, чтобы я могла выделить основные моменты. Аялаймын, бағалаймын, тағдыр
жылатпа арманның жолында. Мне нравится, как это звучит, легкое вибрато, которое он выделяет в этой части. Как будто он начинает с чистого листа, а затем добавляет его, и это добавляет немного текстуры и как бы меняет звучание. Но мне действительно нравится, что он добавляет это легкое вибрато с большим вкусом и минимализмом. Мені қолдап өмір қалатпа. Моя любимая часть, например, этот по-настоящему дышащий верх, а затем этот риф. Я имею в виду, что это краткое изложение просто мастерское, очень опытное. Это просто так красиво. И мне кажется, что это тоже очень культовая мелодия. Так что это то, что действительно запало мне в душу, когда я впервые услышала эту песню. Мне нравится все, что угодно. Я имею в виду, что я могла бы попрактиковаться и выучить ее, но это на месте, ребята. Қателесіп, өкіндіріп, кешірім сұратпа. Келер, ертең тағы жаны жақұт күн, әттең тоқтам жоқ шіркін уақыттың. В ощущении песни произошел какой-то сдвиг, как будто пианино немного ускорилось, а гитара немного приглушила звук ладонью, потому что это как бы делает ее более звучной, немного менее мелодичной и красивой, и в нем немного больше ритма. Я думаю, что прямо сейчас это становится все более напряженным. Он играет на гитаре, чтобы добавить что-то еще. Ертең тағы жаны жақұт күн, әттең тоқтам жоқ шіркін уақыттың, ағын болған жылдар бақыт. Көгершіні ұшып келеді тұрақтар жоқ па мекені, амалым не қайран өмір. В этой песне мы просто участвуем в эмоциональном путешествии, и даже то, как меняются аккорды и звуки, звучит так: «О боже, это так красиво». А его голос такой воздушный и удивительно приятный. О боже, я не могу этого сделать. Амалым не қайран өмір. Ақара алмас қар, пахналар басқан, ашылар парақтар. Сапарлас доста пысырған, қошай тыздырған, өмір жаратқан. Теңселтпей кемемді, келсең енді, қол созғайсың маған өмір. Ризамын мен саған, ғашықпын мен саған. Аялаймын, бағалаймын, тағдыр жылатпа арманың жолында. Елі қолдап өмір қалатпа. Қателесіп, өкіндіріп, кешірім сұратпа. Кешірім сұратпа. Ладно, нам пора возвращаться. О боже, мне больше всего нравится последняя минута в этой части. Вот так, о боже, ты видишь?
Димаш, почему ты заставляешь меня плакать? Эта песня просто обладает такой эмоциональной силой. Его голос просто звучит так хорошо, и это как бы идеальное сочетание всех его различных тонов. Потому что ближе к концу мы получаем более мощный оперный тон. Но в то же время у нас есть этот легкий, воздушный, с придыханием вокал, который всегда заводит меня. Если вы смотрели мой канал, то знаете, что всякий раз, когда у нас появляется вокалист с придыханием, я просто физически не могу этого сделать. Здесь мы как бы меняемся местами, где реверберация звучит намного громче, и это как бы делает ее более эмоциональной, потому что это своего рода всепоглощающий звук голоса Димаша. У меня такое чувство, будто я окружена им, и из-за этого я испытываю какое-то всеобъемлющее чувство, наблюдая за этим. И, боже мой! Кроме того, реверберация у него более интенсивная, но и вибрато у него более насыщенная. Так что это похоже на то, что звук просто отдаётся эхом сильнее, и это делает его таким. Еще больше. Это похоже на действительно мощный ремень, но в то же время он по-прежнему мягкий, в том смысле, что он не резкий, не пронзительный или что-то в этом роде. Он просто очень мощный и укоренившийся, и кажется, что у него просто отличная поддержка дыхания, понимаешь? Это просто звучит очень насыщенно, и мне так нравится эта часть песни. А еще он как бы добавляет в нее какие-то придыхательные элементы. Это было как бы разбросано по всему. А потом он как бы возвращается к этому. Как будто он что-то добавляет. Понимаешь, в нем есть динамика, которая делает его действительно интересным для прослушивания, а также как бы притягивает тебя, затягивает внутрь и вытаскивает наружу на протяжении всей финальной части. Ты так хороша, и мне нравится это небольшое дополнение, например, хрипотца и текстура в его голосе, а также то, что он делает это на бегу, вместо того, чтобы делать это мысленно. Это так здорово, так чисто. Это так здорово. Какой ангельский конец. Как будто я не могу. Я уже снова начинаю плакать. Ничего себе! У меня такое чувство, что я прослезилась раза 3, и за это время выплакала множество слезинок. Это было очень эмоционально. Эта песня всегда заводит меня, ребята. Мне нравится Амир. Я думаю, что это одна из моих любимых песен Димаша, потому что она в некотором роде напоминает мне С. Оу, С. В этом маленьком эпизоде. Это просто очень оригинально, и мне это нравится. Мансур Кудайберген также отлично справился с игрой на гитаре. Мне нравится, что я могу видеть гитарную партию, потому что часто ты просто видишь Димаша на переднем плане, и на самом деле ты не видишь гитарную партию целиком. Но на самом деле она очень сложная. Мне нравится его стиль и так далее. По-моему, это действительно здорово прозвучало. Мне просто нравится, что он вовлек в это своего брата, и я наконец-то смогла увидеть семью Кудайбергенов. Мне нравится видеть их всех такими талантливыми. Великолепная работа на акустической гитаре, великолепное пение Димаша и великолепные фортепианные партии. Мне это очень понравилось. Но я так счастлива, я должна была увидеть. В любом случае, увидимся в следующем видео, ребята.